Даже начиная стрим на час раньше, он начинает его еще раньше, на 3 минуты приблизительно, потому что сейчас 18:57 по московскому времени. Шейл Макпин на экране, LA Noire и 20 марта 2024 года на календарях. Я подумал, может быть, мой мозг будет свежее на час раньше, но, знаете, видимо, это просто эффект стрима. Каждый раз, когда я его запускаю, я капец начинаю тупить и хочу спать. Поэтому не ожидайте от меня никаких чудес сегодня. Но почему вообще на час раньше? Во-первых, потому что каждый раз перед 8 вечера меня заколебывает ждать. Где-то в районе 19:30-19:00 как раз. Да, начало стрима, хочется начать пораньше. Пока силы есть, пока есть желание, вот это вот все. Ну и плюс еще дать себе приблизительно час на то, чтобы потупить. Я вот на 10 минут раньше начинал предыдущие 2 стрима, и знаете, это очень сильно помогало. Потому что они оба шли 2 часа 10 минут, и знаете, оба дела заканчивались примерно вот на отметке в 2 часа, там типа 5-10 минут, поэтому все не так плохо, как могло бы показаться. Вот. Ну и плюс еще надо игру запустить, поэтому я решил начать сегодня вообще совсем рано. Потому что с ней какие-то, ну, я не знаю, с ее запуском всегда какая-то рулетка играется, как будто, знаете, типа, запущу я тебе ее сегодня или нет? Без проблем или с проблемами, да? Вот сейчас у меня опять эта прекрасная буковка R. О, сегодня вообще, вот когда надо начинать играть в игры, понимаете? Вот оно, блин. Все. LA Noire запустился буквально через пару секунд после того, как я нажал играть. Вместо 10 минут, которые он обычно мне выдает под вечер. Под 8. Все. Это было правильное решение, Шева. Хотя кому вообще всем насрать. Извините. Абсолютно. Мне не насрать. Потому что, опять же, я уже говорил, любая игра, которую я начинаю, я ее заканчиваю. Вот. В гордом одиночестве. Скорее всего, учитывая то, что обычно ко мне заходят всякие ночники. Или не заходят. Но не суть, не важно. На чем мы вообще остановились? Золотая бабочка. Отдел убийств 27:57 я закончил. Как раз перед тем, как... Эти у меня летают. Я не могу. У меня там на двери висят всякие куртки и прочие толстовочки, и я прямо чувствую, как 2 моли, которые я видел, взлетали вчера. Они сожрут у меня весь контент, который висит на двери. Но не суть. Так, дело о золотой бабочке. Мы теперь убийствами занимаемся, расследуем убийства. И знаете, оно стало гораздо сложнее. И мне почему-то казалось, что будет проще. Но, к сожалению, ну не катит. Главное, нам вовсю показывают убийцу со спины. То есть, чисто технически, если вдруг какого-то афроамериканца начнут подозревать, то я скажу типа, нет. Я видел, я все видел, он был бледнолицый. Так что... Типа... What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. Потому что мы теперь известный детектив? Окей. Ладненько. Я опять забыл дело, которое ломает патч. Посмотреть, по-моему, это. Я теперь буду над каждым делом так думать, если честно. Но там что-то где-то вот в этом отделе у меня должно сломаться. Так или иначе. Меня больше интересует, может быть, я прошел этот момент, просто об этом не знаю. Это вполне катит, так сказать, с удачей Шева Макпина, но да не суть. Так, веди. Да, потому что водить в этой игре это не для меня, это не мое. I'm sorry. Thanks, Rusty. But don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. No. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. Да. No assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were a fast learner, Phelps.
might get along after all. Мы отлично сработаемся. Я же говорю, это типичная копская драма. Мы с тобой сначала не ладим, а потом у вас там типа, несмотря на то, что вы видите минусы друг друга, складывается такая прекрасная, замечательная фигня. Меня бесит этот шеф, он ирландец, я должен его любить, но нет, ужасно. Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry and of Elizabeth Short, for that So you don't matter? believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to beat that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the city of angels. Господь, как ты хорош. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. Ох, What do we have? я уже запутался, ладно. Фиг с вами. Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. Да, я обычно дела-то за один день делаю. Или 2 часа реального времени. Кто? Где? Ты? Давай, рассказывай, друг. You find her, Gonzalez? Not me. The family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. Ладно, веди меня, веди. Будем сейчас рассматривать очередное тело женщины. Для того, чтобы понять, как ее убили, естественно. И если тут опять будет фигня с обувью, я кого-нибудь прибью. Давайте. Да-да. Ну чё, ботинки? Какого размера ботинки? Здорово, Рентария. Ау, фак, она опять голая. Да что ж такое-то? Мог бы и одежду сохранить, ну, для приличия. Так, ладно. Женская сумка. Что там? Дейдра Моллер, ассоциация учителя-родители. Да, давай, иди. Что еще тут есть? Деньги. Тут есть деньги. Потому что мотивом было убийство, мой дорогой друг. Что ты... 47-й год. Никто не знает про True Detective или там True Crimes или что там еще. Так, ладно, у нас тут есть что-нибудь еще? Типа... это я видел Б и С. Ну да, само тело, естественно. Ну ладно. Ага! Зеленая бутылка. Все еще... Это была группировка любителей зеленого пива. I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. Господи, ну начинается. You got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Опять? The size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. 41. At a glance, I would say strangulation was the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Angry boyfriend. If they were married, they'd be at home. Not humping out here in Lover's Lane. You mind if I examine the body? You're my guest. Окей, пошли рассматривать. Так, что тут у нас? Ну, она явно мертва. Ох. Your mark is very distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. Ох, она очень мертва. Окей, так, ну что тут у нас? Сокровище? Looks like she was tied up. It does at first, but that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. Ага. Wait. С одной сорвали гранатовое кольцо, которое мы так и не нашли. С другой, блин, часы, которые мы так и не нашли. What's this mark? Блин. Cut on a finger.
Fourth finger, left hand, a wedding or engagement ring, violently removed. А, может быть и так, ладно. Окей, мы осмотрели абсолютно все, что только можно, судя по музыке. У нас есть имя. Это наш максимум, я так полагаю, да? RNI says a Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Brae was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What'd I tell you? Let's grab the husband, take him downtown and work him over. Could have this wrapped up by lunchtime. Да ему просто лень нормально расследовать все, да? Он просто хочет, чтобы я бесился на него. Так, какие у меня улики теперь есть? Следы маленьких мужских ботинок, небось 41 размера. След от веревки непонятной, пропавшие драгоценности. All right. Жить будем. Наверное, в отличие от женщин, к сожалению. Не, он очень хочет. Почему я сел в эту машину? Стоп, стоп, это не... Ну ладно. Поехали. Это не моя машина. It's not my car. Видимо, теперь это моя машина, да? Вот как это работает. Нет, все, мы берем нашу. Не надо Это не Grand Theft Auto. Мы не берем... Мы не это. I thought we were on our way to lock up the husband. If it doesn't work out, that is. Deirdre Muller has suffered enough. Капец, он еще и водит криво. Shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? О. Around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagine. You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. You're a father, Cole? But don't tell me your eye don't bend. Он поглядывал налево. К сожалению. Я все видел, Коул. Я видел, как ты засматривался на ту певичку из того самого клуба. Я знаю, к чему это ведет. Это всегда приводит к этому. В играх, естественно. В жизни все не так нуарно и сюжетно. Ой, ладно. Дом Моллеров. Ну, как обычно, небольшой свип around the house никому не помешает в этой жизни. Вдруг тут где-нибудь найдется, я не знаю, окровавленный нож, разбитое окошко, что-нибудь такого рода. Нет. Окей. Ну, алло, доброе утро. Ваша жена мертва. Давайте сейчас будем вас допрашивать. Подожди-ка нафиг. Ты не... Ты явно не муж. О, нет. Мы будем доставать очередного ребенка. Мы будем доставать очередного ребенка. О, гад. Да, мы из полиции. Доверься нам. Двум большим дяденькам в костюмах, которые даже не предъявили удостоверение. Понимаю. Ладно, пошли осматривать дом. Это все очень плохо выглядит. Если честно. Ну ладно, окей. Так, что тут у нас? Скрипка. Скрипачит. Понял. Круто. Какая-то... Это не та комната, которую мне стоит смотреть, осматривать. Во! Так, ботинок. Какого размера ботинок? Ну-ка, блин. Он подходит. Он очень даже подходит. Под описание. У него 41-го ботинки размера. Все, хана. Ага. Часики сняли. Понял. Прекрасно. Чё тут? И колечко, небось, тоже сняли, да? Вот это вот, да? Это оно самое? Это оно самое. Окей. Это явно ее квартира. Начнем с этого. Я все осмотрел. Это было проще, чем я думал. Я думаю, я тут подольше задержусь. Ну окей. Пошли доставать девочку.
Please tell me she's okay. Oh well. I'm sorry to have to tell you this, Michelle. Теперь я буду Your сомневаться. mother is dead. О, гад. Ладно. Do you think you could answer a few questions for us? Try. Как вовремя. Как быстро она отошла от шока. Как написал Шейва, вы этого не услышали. Окей. Изучить улики на всякий пожарный случай, да? Но это не то. Вот это вот можно использовать, скорее всего. Скорее всего, даже здесь вот. Окей, последний контакт с жертвой. Поехали. When did you last see your mother? Yesterday afternoon, I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Врешь. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and called and. Ну, то есть не врешь, но не договариваешь. Все, я понял, как это работает. Так, алиби мужа. Это что такое значит? Мишель Моллер утверждает, что в ночь убийства звонил домой, но трубку никто не брал. Окей, пропавшие часики и кольца. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? Ring, watch. I never paid much attention to that stuff. Ложь? Why don't you tell the truth, Michelle? Something really bugs you about your mother's jewelry. You really are horrible, you know that? What makes you think that? Я не уверен. Ну, блин. Не. Sorry. My mistake. Ладно, все, окей. Мне кажется, я сомневаюсь опять. Нет. You seem reluctant to talk about her jewelry. It's a touchy subject with Daddy. Надо было использовать ложь. Черт. Thought she wasted too much money on her appearance. Я не могу с этими людьми. Окей, отношения между родителями. Mom and Dad are happily married? What are you saying? Of course they are. I am horrible, и я сомневаюсь в этом заявлении. Happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. She said she would leave him if he ever did it again. А вот драгоценности, блин, да, я... Надо было идти до конца, до победного. Он всегда носил свою золотую бабочку. Thanks, Miss Muller. You've been very brave. Отлично, а вот и папа пришел домой. Hey, what gives? Daddy, the police Go to your are room, here. please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's some Your wife kind was of... found murdered this morning. Found? What the... But she only... Ну давай. Это двойное. Это двойной допрос. Sure, yeah. Ух, как сразу-то. Окей, окей. Ну поехали. Окей, поехали. What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. 9s, I think. 42-й. Why are you lying to me, Mr. Muller? Why would I lie to you at a time like this? Почему ты говоришь 42-й, когда на самом деле у тебя рабочая обувь 41-го? That's funny. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. У меня ноги 41-43, в зависимости от обуви. Я не знаю, как объяснить. Мои ноги 41-го зимой, 43-го. Я молчу. Все. Какое у тебя алиби? So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Нет. You should come clean if you're having an affair or if there's something going on. I told you I was here. Were you saying I wasn't? Ой, твоя маленькая дочка уже тебя заложила. О, привет, Дразгар. So why did you take so long to answer the phone when your daughter called?
Okay, I went out for a while. I was driving around. It's my way of relaxing. Ну типа. Окей, заявление об исчезновении Дейдры. Ну давай, рассказывай. Склонность к агрессии? Нет, подожди, у меня есть улика про склонность к агрессии? Или мне показалось? Блин, а тут нет ни хрена такого. Ладно. Заявление об исчезновении Дейдры. You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around... Не уверен. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Ну, он достаточно много сказал. И вроде все договорил. Нет? Was your wife unreliable? Jesus fucking Christ, я идиот. Сомневаться надо было. Окей. Да, я знаю. Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, god damn it. Я тебя иксую, сука. Ты посмотрел пару раз вправо. I think you set this up, Hugo. I think you kicked up a fuss about staying home for an alibi. Then you followed your wife and murdered her. You're out of your mind coming in here making accusations Почему? like that. Come out of the yard and I'll make you take that back, mister. Сам подтвердил то, что ты склонен к агрессии. Being hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind and don't make me come looking for you. Упс. Наверное, видимо, скорее всего. We should go back in there and bust his ass. One, we need to break his alibi, check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in LA. Three, we have no evidence tying him to the crime scene. Но у нас есть... У нас есть прекрасная соседка, которая, как обычно, поможет нам с нашим делом. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Mueller screaming. Huh? Did you see Mrs. Mueller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Mueller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Что он делает? Ты дурак? Ты что делаешь? Стой, блин! Step away from the incinerator. Don't let him get away. Okay, but no shooting. We need this guy to make the case. Что делать-то, блин? А ну-ка... Быстро нажимайте А, чтобы сбить с ног. Окей. Я не знал, что есть такая... Давай! Оп! Попался. Итак, что там сжига... А нафига? Что? Зачем? Оу. This doesn't look good, Hugo. I can explain the blood. Оу. Он даже не удосужился посмотреть, уехали ли они. Ой, дурак. Central officer. Then put him in an interview room. We'll be speaking with him later. And inform the cat. Yes, sir, detective. Ой, дурак. Is there someone you can call, miss? I don't know what's home and You need somewhere to stay, Michelle. Do you have other family? Grandparents? Aunts or uncles? call Aunt Helen, but she lives in Bakersfield and... Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. Ну, да, но... Это 47-й. Some uniforms down here, clean up, take care of the kid. That's the cop from the newspaper. Поэтому... Ай. Ладно, пора звонить полицейским. Homicide division, badge number 564. О, господи. Badge 1247. Can we get Ray Pinker and a technical services? Бочка для сжигания фигни. У меня, кстати, тоже. Я там ничего не сжигал никогда. Juvenile hall to look after a young lady. Инсинератор, блин. Thanks, man. Окей. А нафига мне эта информация? About the woman who stabbed her husband and then put him in front of the car. Detective Phelps said the coroner has report waiting. Police morgue downtown when he's available.
Ой, мама. Так, у меня появилось 500, блин, этих опять мест. Ладно. Давай съездим в Белмонтскую школу. Сначала, потом уже в морг. Я... Скажем, я... Не то чтобы... Просто в прошлый раз я пошел не по списку, и все кончилось так себе. You know, you could have said that without getting all liturgical on me. I'll try to dumb things down from now on. Appreciate it. You try this one on for size. Я думал про что-то другое, типа реально печь. You blame the guy that's banging. Типа дымоход. The famous Lex Ignoramus. Closes cases, Cole. Puts a lot of people away, that one. Да. А что я в школе забыл? Зачем я туда еду? Подумать о том, как было бы круто, если бы когда-нибудь они выпустили Булли 2 или Булли ремейк или ремастер. Что там происходит? Понял. Стой! Именем правосудия, стой! Видимо. Ё-моё. Так, блин. Мистер. Я все видел. Что ты... Это... почему? Хотя ладно, тут тоже работает принцип нажимай быстренько на и ты его догонишь, или... Не особо. Куда он делся? Стой! Отличный вопрос. Сейчас узнаем. Какой-то непонятный взрослый мужик, который подсматривал за школьницами. Чтобы это могло быть. 11K, go ahead. 11K, see the janitor. A green 1946 coupe registered to a Mrs. Hugo Moeller has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School and playing fields. 11K, code 2. Что происходит? Я потерян. What's your name? Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Some. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you oaky motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like them a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. Хо-хо-хо. Ладно. Опа, ща! You're under arrest, Eli. You are in very deep trouble. Get some backup down here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. Tell them we got a kitty ripper coming in. They can roll out the red carpet. Как интересно это получается. Окей. Это все, конечно, прекрасно и замечательно, но... What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. Кто бы это мог быть? We've met him. Filthy son of a bitch. He was here yesterday before the dance. Was it him you saw park the car? I don't know, sir. I'd like to say yes, but the truth is it was pretty dark. Would you say Rooney is violent? Yes, sir. I would say so, yes. Thanks for your help. Окей. А что, детективная музыка играет? Что это такое? Что такое? What the fuck? Оу. Да, машину смотреть, ты права. Оу. У нас есть веревка. The overalls are stenciled HM.
Mueller is a mechanic. I wonder what Eli does for a living. Так, блин. It's from a Chrysler. Could be important. Крайслер. Ой, блин. Круто. Что бы это все означало? Я запутался с этим моментом, как будто они половину вырезали, либо я что-то прослушал. Ну окей. Окей. Так, ну чё? Алло, блин. Коула Фелпса, badge 1247. Вызывайтесь. Идем. Валим отсюда. I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Mueller homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks. Так, а чья это машина была? Это была машина Моллера? Вся окровавленная нафиг. That's not great. Fine. Where are we headed? Так, мы отправляемся в морг. Пора на труп еще разочек посмотреть, но только в более экспертной обстановке. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids. Я не уверен. He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Mueller slide? For a while. He gets a free pass for now. Нифига себе. О нет, это одно из тех дел, где я могу зашить любого из них. Oh no! Вы знаете, кого я зашью первым? И оба будут неправильные в конечном итоге, да? У него и ботинок кровавый был у этого, у мужа, которого он сказал, я могу объяснить честно-честно. Но это еще ни о чем не говорит. А в багажнике тоже кровавая одежда, видимо. Видимо, он ее поменял. Он был... Окей, хорошо. Муж был в комбезе, да? У него там что было? Кровь на комбезе, монтировка от Крайслера. Круто. Она была в багажник сложена. Скорее всего, он переоделся, приехал домой. Пришел, вернее, домой. Но ботинки-то он не поменял. И, соответственно, когда детективы пришли, он такой типа, «Оу, no, мне нужно срочно сжечь ботинки». Вот. Я очень профессионально, так сказать, все рассказал. Так, ладно. Что там? И кровь, блин. Веревка еще. Веревка — это плохо. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. Ну давай, покажите мне. Я так полагаю, вот ты? What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. Кто из них церковник? So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Mueller criminally attacked? Ну или моряк. No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. А что, и все? Может быть, само тело осмотреть? Got to nail this guy. А? Ой, странное дело. Да и в первом деле, которое я фигачил, оно так быстро закончилось. Мы посадили мужика, но там несколько вещей, которые не имели никакого смысла. Было в первом деле. Которые никак не вязались с мужиком самим. Которого мы засадили. И тут что-то немного не вяжется, эта веревка. Церковная слэш-морячная. Not exactly the happiest of places to call Аж Fallout захотел. It's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that. The corners. How so? You know, you don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the pulps. Been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine.
You know, if I close one eye and squint, you can just about make out the print. Это песня из набора радио Fallout 76. Конечно, я хочу поиграть в Fallout после этого. Но нет. Единственное, что я буду хотеть, это посмотреть Fallout. 11 апреля выходит целиком сериальчик. Вот это я жду. А может быть, там и будет апдейт. Может быть, мы будем играть в Fallout 4 в связи с этим. Такой праздничный. Но это не точно. Мне кажется, я эту игру буду проходить, блин. До этого вашего 11-го. Ой, ладно. Куда мне? Чего мне? Да. Пошли сначала допросим мужика. Моллер сказали во второй, да? Здорово, сладкий. Your next-door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test. I can prove it. Окей. Ну, рассказывай. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. Мне нажать на X? Или мне нажать на А? Вот сейчас. Мне что нужно? Окей, X. Нет? Are you going to tell me what I want to know, or do we have to take it out of you in lumps? Give it your best shot. I can take whatever you're throwing. Бесишь меня. Мне надо было нажать на А. What the fuck? Ладно, доступ к каналу. Do you know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. Your wife was strangled with a braided rope, which we found in the trunk of her car. I think you bought that rope specifically to strangle her. You can think whatever you want. But that rope has nothing to do with me. Да я сам не понимаю. А, это ее машина была. Блин, а у меня нет. Все, X. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. Или он говорит правду? Нет, я... X. Или А, или X, или А, или X. Нет? Бесит ситуация. Но он очень сильно трясется, наверное, X. You learned to strangle with the rope in the army? With rope, with my bare hands, but mainly with wire. I learned a lot of things in the army, but I still didn't kill my wife. For argument's sake, what type of rope would you use? If I had to, I would use a triple braid. Less flex, easier to control. Окей. Окей, родной. Давай я на тебя еще разочек посмотрю, чтобы точно знать, когда ты, типа, не врешь. Вот это его лицо, типа, нейтральное. Why are you just sitting there? Потому что я смотрю на тебя, чтобы знать, как ты говоришь, когда ты не врешь. Окей. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. Ранее. Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. А чей тогда это комбинезон? Green overalls, bloodstained, with the initials HM found in the trunk of your wife's car. They can't be mine. Why, Hugo? Because if they were yours, they'd be in the incinerator too? Да. Все еще не понял, почему ты уничтожал ботинок. Ну ладно. Доступ к монтировке. Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof.
Your wife drove a Chevrolet, Hugo. What make of car do you drive? Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. У меня реально есть выбор. Нет, я заканчиваю допрос. Я хочу добраться до истины. Ну или до хоть чего-нибудь. Блин, мужик, у тебя куча проблем, но сажать тебя не хочется, наверное. Блин, но в то же время... Бесит. А где первая комната? Я никогда не был в первой комнате для допросов. Куда... Я тут вдруг внезапно понял. Хочется посадить обоих, но, видимо, нам дадут... Но, видимо, дадут нам только одного. Где эта комната сраная? Duty, секретаря. Detective Stations. Да-да-да. Где, блин, комната-то? Интервью рум 1. В эту сторону. О. Да, я вижу. Тарин, я в курсе. I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing personally with him. You look like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? Ладно. Так. Пофиг, поехали. You're down on your luck, Eli. I had worse. My family roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. Иксую. This place you worked have a name? Hennessy Marine. You can't miss the place. Big yellow letters, HM out front. They give you any workwear, Eli? Sure. Green coverall. Ах! Felt like I was back in the pen wearing it. Ах! Зачем ты это сказал? Зачем ты это сказал? You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. Смотри-ка, не соврал. Farm boy like you, Eli, must prefer Magay for roping. Am I right? I prefer braid. Until I hitch and braid, it stays tied. Окей, мотив убийств. You killed Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. I ain't done nothing like that. Ты шутишь, что ли, блин? You're a liar, Eli. You needed the money, so you killed her. I've been around some, son. You got some evidence that proves I stole that butterfly from that woman? Окей, вот здесь главное не ошибиться с правильным доказательством. Ну, чисто. I done told you I found that pretty thing. I never stole it. I don't like you, Eli. I think you're an evil man. I think you try to pass off your pain to other people. I can't make you for this case, but my consolation is that I don't think you will be out of prison for very long. You can count on it, shitbird. By the way, Eli, the captain and the hat squad would like to talk to you next. Any idea what they might want to talk about? То есть я могу... Если бы я их допросил... Если... Фак. Если бы я получше допросил этого чувака и не обосрался в конце, то в таком случае... Конечно, в итоге я засаживаю мужика. У меня нет выбора. Круто. Но с тем мужиком разберется капитан. Так что, типа, вы обвинены. I'm charging you with the murder of your wife. You'll be arraigned and taken before a grand jury. Book him, Rusty. With pleasure. Я явно посадил не того.
Нельзя давать Шею выбор, а потом давать ему обосраться. У меня явно должен был быть выбор, но не получилось допросить правильно. Что-то я пропустил, наверное. Сейчас статистика будет, посмотрим, потому что очень странное дело. I stood in front of a troop of reporters and made promises. Promises of swift and fearful retribution, and you bring me an armful of vagary and happenstance. You made the department look bad, lad. Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. Мое сердце. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. Your next case will come when you've revived my faith in your abilities. Now get out of here. Мое сердце. Ну, блин, ну, То есть у нас недостаточно улик. Что? What? Я настолько плохо все сделал? Это будет мои первые 3-звездочное дело? Damn, son! Пока Хьюго Моллер разбирается с обвинением в убийстве, Мишель привыкает к сиротской жизни. Клево. Я нашел 11 из 12 улик, но правильных вопросов 9 из 14, дело закрыто заурядно на 2 звезды. Я виню систему, в которой я не очень понимаю, когда нажимать на А, когда на X, когда на Y. Я не понимаю, когда мне надо... Ну, блин, да, херово. Да. Это мое первое дело ниже 4-звездочное. Скатываемся вниз. Эх, ирландец на меня наорал. Как это печально. Ну, хрен с ним. С этим вашим ирландцем, в общем-то. Следующее дело незагораемо. Нет. Следующий вьетнамский слэш-японский флешбэк. Да, блин, я не понял ни хрена в этом деле. Вообще. No, they're beat. Why they look so sullen? They're wondering why we haven't killed them yet. There is no greater shame than being taken prisoner. Get this, Golden Boy actually seems to know what he's doing. Господь. See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. Do you know why we're fighting the Japanese, Private? With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor. Да, было дело. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the US because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? Смерть в шелковых чулках. Да, давайте, пожалуйста, прошу вас, дайте мне дело. Это было слишком... Ух. Ух. Остро, остро. Мы хорошо? My real name. And you can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered in City Hall. Опять? Да почему они все обнаженные? Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hokey. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there. Ты на меня орал буквально в прошлой сцене. What the fuck? Так вот, да, я знаю, что и не только, но здесь у нас нету никаких следов генетического материала. Ужасно звучит.
It's the alley off Aliso between Los Angeles and Alameda. You're kidding. The next one will be opposite Central Station. Count yourself lucky, Phelps. Most guys would kill to land a case so close to their desk. Ну как я в транспортном отделе. Между прочим. Просто, да, вот это транспортное последнее дело, в котором я запутался. Это было первое дело, в котором я реально запутался, ничего не понимал. Было прямо напротив. Да-да. Ладно, место преступления. Час дня. Detectives, they're ready to start the show. I'll take you through. Окей. Ты не Гонсалес. Я уж начал подозревать того копа в том, что он как-то причастен ко всему этому, потому что он первый на месте преступления. Кто его знает. Очередная... Oh, for Christ's sake. Brothers, Pinker. Cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you when you're ready. Окей. Oh, fuck me. The lacerations on the neck would indicate a great deal of force. Окей. Круто. Целуй кровь, чё? Kiss the blood, BD. Ну это опять фигня, типа Черная Орхидея, вот это вот все. Another wedding ring torn from the finger. No skin under the fingernails. Это что? Публичная библиотека Антония, Хилл-стрит. Only 21 years old. But why the library card? Did he want us to find it? О, господи, когда я, проходил Грим Фанданго, я... Best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Да-да, вы все так говорите всегда. Yeah, we know the MO. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. There is none. I'll see if I can nail down a brand. Решили all out, так сказать, пройти. У меня нету, тут даже нету вариаций, типа, их это прикрыть хоть как-нибудь. Либо голые, либо забирайся нафиг. Так, что тут у нас нафиг? Мистер. То есть у нас ни хрена нет. Я вас правильно понимаю? У нас только библиотечная карточка. Из улик. Охренеть. А, нет, тут еще что-то есть. Ну-ка. If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. А зачем? Это чулки, кстати. Another day, another dollar. Кровавые? А смысл от них? Кто-то выкуривал красные сигареты, которые были в синей пачке. Или что это? А, это салфетки. Зачем убийце могли понадобиться салфетки? Подождите-ка, ее тащили. Ну-ка, блин. Да, можно, и мы пойдем. Куда он меня приведет? Так вот, тут нет опции, типа. Да, я сейчас подойду. Это что такое? Is that a fucking head? Антония. Same as the library card. Ее так зовут. Круто. А все, это на этом оно заканчивается? Наш... А нифига, он не заканчивается. Он ведет меня еще дальше. О, а что, никто не ходил, что ли, по этому следу, что ли? Вы дураки? Тут даже туфелька есть. Или что это такое? Что это?
Нет, это стаканчик. Меня интересует туфелька. Proximity to the scene, plus the bloodstains. No way is this coincidence. Вивьен. Круто. А, след еще дальше ведет куда-то, или что? On it goes. Капец. А, вон я вижу, там что-то сверкает специально для меня, видимо, оставили. Да, я смотрю как раз. Вон там что-то блестит. Ключ! House keys strung up like bait on a hook. А? Круто. You think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that brazen son of a bitch. What the fuck? That's got to be a code or a cipher. 253? Доминошки? Кости? 253. Окей. Это все, конечно, мега круто. Что, теперь по лестнице вверх? Да вы шутите. Сколько крови, а главное, чьей крови? Нафиг было потрачено для того, чтобы провести этот прекрасный... эту прекрасную дорогу кровавую, по которой я сейчас иду. Что происходит? Блин, а тут насрано. А? Все птички, голуби, каркары разлетелись. Миссиса Мальдонадо. А в конверте ни хера. Ну, нам теперь известно ее имя. И он играется. Или она. Убийца. Так, ладно, что тут у нас? Внимательно изучите предмет. Какого хрена? Копы вообще ничего не делали, я так полагаю, да? Потому что, ну видно же, что оно, ну, как бы, ну, почему никто не... Ладно, потопали дальше. Какой-то паркуринг бесконечно происходит. Как спускаться потом, правда, непонятно. Но у меня, наверное, катсцены туда спустятся. Обратно. Наверное. Но это не точно. Ау. Ау, это была красная краска. Или это типа не совсем кровь. Или это кровь. Ладно, не важно. Красная сумка. Что тут у нас? Лос-Анджелес, Мальдонадо, Норд-стрит. О, это другая часть этого. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. Отлично. У нас есть номер квартиры, больше тут ничего нет, я так полагаю, да? Но музыка все еще играет. Почему музыка все еще играет? Я что-то не досмотрел? Обычно музыка стихает, когда ты находишь все улики. А что теперь-то происходит? Почему теперь музыка не стихает? Я же вроде все осмотрел, да? Здесь я все осмотрел. Кровавый след. Понимаю. Женщину я полностью осмотрел, это я полностью осмотрел. А тут больше нечего осматривать. Если только тут нету какой-то мега скрытой детали. К примеру, вот! Это опять происки любителей зеленого пивчанского! Это бред. Нет. Это бред. Нет. Не очень понимаю.
Я могу использовать очки, чтобы показать улики, но... Но зачем оно мне? Я не знаю, блин. Я ничего вроде не пропустил. У меня есть адрес. В принципе, могу выезжать. Что-то мне не нравится вот это вот отсутствие... Может, где-то здесь, типа... Не? Не, присутствие музыки. Как будто я что-то не досмотрел. Тостер! Что это? Музыка играет здесь. Может быть, я где-то здесь могу найти что-нибудь? Может быть, ее сбросит. Я уже ни в чем не уверен. Эта дверь не откроется. Ай, золотистой ручки нету. Блин, что-то как-то непонятно. Где я эту улику пропустил? Очень непонятно. Где-нибудь в округе, может быть, что-то... Очень странная хрень. Типа... Я не знаю, что я здесь мог пропустить. Штука для москитов, блин. Ну-ну. Фигня какая-то. А? Это что такое? Red Dead Redemption. Все, я сдаюсь, я не знаю. Пофиг. Веди меня на квартиру Антони. Возможно, я здесь... Возможно, мне не хватает просто информации, чтобы найти новые улики. Опять? Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? If he's got a confession, and you know, there's ways of getting them. I'm sure. Ладно, ладно. Видимо, я еще вернусь туда. Это как тот нож, который я случайно нашел. Потому что я там тогда... Ну, там меньше было зоны осмотра. Я нашел нож этот дурацкий. И у меня висел этот ресторан. Все еще как место, в которое могу отправиться. Возможно, я еще вернусь туда, на это место преступления. Когда я буду знать чуть больше. Угу. Да это ж какой-то недоотель. А чё музыка такая громкая? Интересинг. Так, ну как обычно, в любой непонятной ситуации осматривай вокруг. Сначала все. Блин, это мега-отель. Круто. Что тут у нас? Детская площадка. Всякая фигня. Пока еще единственная зацепка — это реально шифр какой-то непонятный. Да, карточка библиотечная. И чулки красные, окровавленные. Здорово. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPente, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Пусти меня, я хочу все смотреть. Wipe your feet as you come in, detectives. It's this way. Да-да. Да-да. Хотя вряд ли я сейчас смогу что-либо смотреть. Окей. Это мало о чем мне говорит. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh no! She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive. Она была такая живая, а теперь она такая мертвая. Antonia's room is upstairs. Last door on the left. Okay. We'll be back shortly.
Excuse us Да? a moment, ma'am. Окей. Кто мог подумать? Блин. Так, ладно, где тут? Oh no! She cannot be dead. She's alive. Alive, Игорь. Да, ни хрена не вижу. Спасибо, Растя. Oh, what the fuck? Someone's turned the place over. The smashed window explains why the place looks tossed. Отлично. Новая улика, кованый железный пруд. You know how I feel about windows, Phelps. Да-да. Я сам подниму. Это что за хрень? So someone broke in using this thing instead of a crowbar. Wonder where it was taken from. Мне кажется, от какого-нибудь дымохода. Или типа того. Подозрительно. Так, ладно, что тут у нас? Миссис Мальдонадо, Норт-Хилл-стрит, бла-бла-бла, штат Калифорния. Ага, ага. Что тут у нас? О боже, слишком много текста. Миссис Антонио Мальдонадо, пансион Парсонса, Норт-Хилл-стрит, 712, Лос-Анджелес, центр, штат Калифорния. Уважаемый Антонио, в дополнение к моему письму от 7 августа сообщаю, что ваше обращение в Верховный суд штата Калифорния принято и назначена дата судебного заседания. Номер дела такой-то, слушание состоится 17 сентября. Мне известно, что ваш муж Анхель Кристофер Мальдонадо, проживающий по адресу такому-то. Ага. Передали, короче, бумаги. Это, блин... Моя практика показывает, что присутствие юстиции на рассмотрение подобных дел способно серьезно повлиять на ход заседания, если ваш муж... Бла-бла-бла. Окей. У нас есть адрес, у нас есть письмо адвоката, которое рассказывает, видимо, про развод. Я не знаю, зачем ты вспомнил про Grim Fandango. Хорошая игра была. Ох. Браслет. Окей. Удобно. Так, ну пошли донимать старушку, я так полагаю. Надеюсь, в этот раз у меня выйдет получше. Давай, рассказывай. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, detective. I'll do my best. Ладно, возможные подозреваемые. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife to serve me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. Okay. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. У тебя штука висит там вроде как в помещении. Ладно. Что у меня есть по уликам? У меня до хрена всего есть по уликам, если уж на то пошло. Внезапно. Схематическая точность. Фигня. Okay. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. Это X. A nosy old hag like you knows everything О, about the people господи, who live хрена under the себе, roof. Коул, Where блин. did she go? I think she went to a bar. She's been drinking quite a lot lately. This bar have a name? El Dorado Bar. Как удобно. Latino place on North Los Angeles Street. That's only a couple of blocks from where we found the body. Так, окей, прекрасно. Следы взлома. You've had a break-in? No, that can't be true. You're being economical with the truth, Mrs. Lepenti. What do you have to hide? I have no idea what you are talking about. У вас там окно сверху разбито.
So Antonia lost her keys and used an iron bar to jimmy the back window? I heard a noise in the early hours of the morning. Утром. I thought it might be a raccoon at the milk bottles. It'd be very bad for business if this news got out. I have a reputation to protect. Ну да, окей. Расторжение брака. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. Лжешь. What about her bracelet? I don't know anything about a bracelet. In her wedding photo, she's displaying a charm Я люблю легких людей. That thing? She never wore it. He gave it to her. She always kept it in that wooden jewelry box. Какой деревянной шкатулке? Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. Это мы подумаем чуть попозже. Спасибо большое. Мы едем в бар Эльдорадо, мой дорогой друг, потому что к мужу я пока что не заявлюсь. А вообще мы пойдем по списку. А мне кажется, что бар Эльдорадо — это довольно-таки перспективное место. Понял. Нет, я иду в бар Эльдорадо. Гриль-бар в центре города. Все. Нафиг список. На это дело, по крайней мере. Не, ну а чё? Ну, как бы... Мне рада, что он среагировал на мою лучшую попытку затащить в этой игре. Но с этой старушкой было проще. Тут иногда бывают такие люди, которые, ну, хрен поймешь. Вот, типа, ты чё? Надо учитывать, что они стрессуют. Прочее. И здесь чисто по интонации даже можно понять, да, когда они врут, но не у всех, абсолютно не у всех. Ладно. Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? Здорово. You worked the bar last night? Yeah. Me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. Откуда ты понимаешь? So what did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. Давай, показывай. Что там за письмецо такое? Ну-ка. Анхелио Мальдонадо лично в руки. Ну-ка, ну-ка. О, боже мой. Округ Лос-Анджелес, штат Калифорния. Анхель Мальдонадо с настоящим уведомлением, что 8 августа 1947 года Антония Мальдонадо подала в Верховный суд штата Калифорния прошение о расторжении брака. Это мы знаем. С Анхелем Мальдонадо. Окей, утверждаю Эрл Брентом. No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was going to show him. Окей, круто. Очень интересно. Ха! Ну давай, рассказывай. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Все ты можешь. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. Ага. She seemed reluctant. Ладно.
Перемещение жертвы. Рассказывай. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was gonna serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. Окей, тут я тебе поверю. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? Какие вы все простые-то, а? После прошлого мазер-кластера, который у меня был, тут как-то все слишком просто. Ага. We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. Да, у меня тоже широкая. Ага. Окей. Говоришь, напротив телефон? Какой-то там маркет? Oh, just pickled, always fresh. Это то самое место. Shut. Great. We'll need to come back later, Phelps. Maybe somebody here saw Antonia the night she died. Хреново, что закрыто. Ну окей. Это место важное. Нам надо допросить кого-нибудь. Потому что она явно туда ходила, потому что ее направили туда. Ну хорошо. Очень интересно. Так, ну... А почему у меня бар Эльдорадо все еще висит как... Почему у меня половина... Давай на квартиру Мальдонадо. Так вот, почему у меня висит так много мест в этом расследовании, блин? What the fuck? Окей. Муженек должен сейчас будет много чего пояснить. Учитывая то, что у меня теперь есть все бумажки. Чтобы прижать этого скотину. Он сейчас бегать будет, да? Он сейчас будет честь син какой-нибудь. Он явно не пойдет с нами вольно, да? И не будет говорить, типа, да, я не убивал его. Гитлер? 304. А, Мальдонадо. А, Хиллер. Извините, неправильно прочитал. Ну, бывает, случается. Ага. Ну, поехали. Мальдонадо, 304, это 3-й этаж. Боже, почему он так высоко? Опять начинается, блин. А твой дружок... Воу. Окей. Stay back, or I'll have to put you down. Так. Дружок, пирожок, давай, подеремся. На тебе, блин, получай. На. Вот так вот и живем. Сюда подошел. Тоже мне, блин, умник. Это было просто. Драться-то я умею. Да, круто, но... Это Маркус? Из Detroit Become Human? Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh, God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, goddammit! You think I'd kill my own wife? Ну, блин, слушай. Хороший вопрос. Should get the whole place going over, then talk to the neighbors. Давай посмотрим, чем ты занимался. I don't care that you just got smacked in the head. You don't call me Finbar.
Билетики. Видимо, ненужная нам информация. Да я, в принципе, не получил по голове. Я просто, видимо, сказал. Видимо, специально, чтобы тебя позлить. Ну, начинается. Кровавая рубашка. Ну почему каждый чертов раз? Вы оставляете, блин, кровавые рубашки. Серьезно? Опа, спичечки из бара Эльдорадо. The Eldorado must be a family favorite. Про жену мне там никто не сказал. Те же фрукты. А? Just picked fruit market. Oh. I wonder if Angel gets all his groceries from this place. Oh. Сухой закон отменили. Но довольно-таки интересные вещички мы тут обнаружили. Очень-очень интересно. Так, ну тут я больше ничего не найду, я так полагаю, да? Окей, хорошо. Соседку надо просить или кого-нибудь. Алло. What do you want? Это не соседка. LAPD. Ну, We're сойдет. making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. Okay. Круто. Это не очень сильно помогло мне. Может быть, кто-нибудь что-нибудь видел? No good. There's nobody here. Печально. Нет, я всех опрошу. Ох ты ж, мать твою, за ногу, урод! I'm playing with my kid. LAPD. Were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Спасибо, Рокстар. От души душевно, я аж проснулся. Какой интересный звук. Здравствуйте. Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Конечно. Mrs. Maldonado lit out of here and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. Окей. I kept thinking you were going to call that one a nosy old hag. Так, too, блин. Phelps. Well executed restraint. I'm executing restraint right now, Finbar. Ну все, они теперь лучшие дружбаны будут. Начинается. Они уже перешли в ту стадию, где они друг друга подкалывают. Ну что, получается, у него нет алиби. Он соврал, что был с братом весь вечер в квартире. И что нам остается? Бар Эльдорадо. Меня бесит то, что я все еще могу пойти на место преступления. Ну окей, бар Эльдорадо. Обратно. Он должен мне... Мужик-бармен должен мне сказать про мужа. Да это мы. Что надо? KGPL, 11 King, over. 11K, Captain Donnelly and Detective Sergeant Judith Brown urgently request your presence at Central. A new letter has been found. 11K, en route. Так, а куда меня? В центральное отделение едем, да? В обход Эльдорадо? Окей. The captain is waiting for you downstairs with Pinker. Джейсус. Куда? Спасибо, Расти, что ведешь меня. Потому что... Да. Ладно, я понял. Ах, не нравится мне этот капитан. Не нравится он мне. Он какой-то
Он вызывает у меня чисто... наверное, потому что он орёт на меня в половине случаев. Boys, come on in. Phelps, have you met Finis Brown? Pleased to meet you, sir. His information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all his fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Alan Wake? Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. What the fuck? Я передумал, ты меня обманешь, иди к черту. That's the message Text. from the Celine Henry case. You've changed my mind, you would not give a square deal. Fuck you, BD. Текст. Ладно, а это что? О боже. Heap upon thy soul by virtue of this curse ill deeds, and be thou damned beholding good, both infinite as is the universe, and thou and thy self-torturing solitude, an awful image of calm power, thou now thou sittest, let the hour come when thou must appear to be, that which thou art internally, and after many a false and fruitless crime scorn track thy lagging fall through boundless space and time. Что? Heap upon thy soul by virtue of this curse. That's why we called you in. Do you think it's original? Not unless he's a genius. You like this nutjob's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley. Sure, I knew that. Да, я тоже. You see, Finis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what has it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Ну, в процессе. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. Так, у нас тут проникающий сюжет с Черной Орхидеей, так или иначе. Ой, мой мозг. Делает бубошеньку. То есть это к делу отношения не имела. Ой, ну ладно. Где там интервью рум? Пошли допрашивать мужа. What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment, and that was the last time I saw her. Врешь, блин. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe. She didn't stay long. У меня есть... Подожди. Вот здесь вопрос. Мне X нажать или Y? Тут я могу использовать интуицию, потому что я хочу... Окей. You're lying, Angel. You went after her. I think you killed her. Надо проверять Y, прежде чем использовать столь драгоценные очки интуиции. Ладно. We have a witness who confirms that you were arguing, that your wife ran out, that you followed her and didn't come back. I know this looks bad, but it's not true. We argued, all right, but she went out and I went out after her and she jumped in a car on the corner. There was a car waiting for her? Can you describe the driver? Not the driver. It was too dark. But the car, it was a brown Ford coupe. А номер скажешь, дурачок. Ладно, процедура развода. You and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. Yes, you were.
I don't believe you, Angel. She'd been granted a decree nisi. She pushed you too far, and you lashed out. I told you. I wouldn't accept a divorce. Да-да. Расскажи мне, пожалуйста, про вот эти штучки. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Antonia. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. So I slapped her down. She ran out. That's the truth. Мог бы сказать чуть пораньше. Size 8. What difference does that make? Как много в Лос-Анджелесе людей, у которых 41 размер обуви, которые убивают своих жен. Вы, блин, ну вы подумайте. When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. Погоди. У меня есть показания, где типа нет, ни хрена, она не всегда его носила. Или мне надо X нажать здесь? Окровавленный желак. Чулок меня бесит. Мне женщина... Ну, ладно, я проверю ложь. I think you killed her, stripped the body of jewelry, and then went back to her apartment for the bracelet. You should get a better hat. The sun is getting to your head. Да, окей, это ни о чем мне не говорит. Personal. I'm just doing my job. Поэтому я просто нажимаю на X. То есть... It's like somebody broke into her room and stole her things there too. Why'd you do it, Angel? What the hell are you talking about? I was home with Hippolito. Фак, я забыл про это. Ладно, окровавленная рубашка. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. You're lying through your teeth. You killed her and your brother's in on it. You don't know what you're saying. Я не знаю, это ложь? Why would I do that? Ну я не знаю. Это не совсем... Ну, оно не связывается у меня в голове. Если тут надо было на X нажать, ну, блин, я не понял. Hippolito's my brother. But he would never lie for me about killing Antonia. He knows he'd go to hell for that. Окей, плохо. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. Почему, когда дело доходит до вот этого сраного... Вот до этого вот сраного, вот всегда, блин... Всегда у меня проблемы. Вот реально. А его брата, кстати, ведь тоже повязали. Я могу допросить брата? Который находится в интервью-рум номер 1, которая находится... Вот она. Есть кто-нибудь? А где брат-то? Прикольно, блин. Окей. А, черт. Так, ладно. Мы едем обратно в бар Эльдорадо. Спросить про мужа. Потому что у него были спички в его квартире. You don't think it's strange that all these murders are happening to girls who've been out drinking? No. A broad drinks, she gets a bit tight, she starts mouthing off. This leads to that, and she ends up in. Я пока что ничего не понимаю. It's a sad story, but this town's seen it play out 1,000 times, Cole. Why don't you want to see a connection here? Because there are perfectly good real-life suspects for every one of these murders. We don't need to go looking for the monster under the bed. Честно, какое это уже по ходу дела в отделе убийств, я пока вот всех сажал, я не чувствовал, что я сажал правильных людей вот все это время. В транспортном отделе, окей, да,
Там я сажал чуваков, мужик мне говорил, как я хорош. И я чувствовал себя хорошо. Отдел убийств? Что-то, ну как-то, ну что-то я, ну, да. Где Эльдорадо-то, бар? Куда ты меня привез вообще, сука? Ой. Спасибо. Зря быканул. Простите. А почему я могу вообще сюда прийти? Почему я еще могу сюда прийти? Фарил. What the fuck? Телефон не работает. Окей. Мужик сказал правду. Я ради этого сюда пришел. Я думал, я могу допросить его, потому что... Странно. Ладно. Ой. Ну, вези меня в этот рынок свежие фрукты. Ну, буквально напротив, конечно, но... Он же должен быть... К этому моменту он должен быть открыт. Уже достаточно много времени прошло. 5:02. Да-да, открыто. Шикарно. О, это ж это. Wait, это был этот. Этот. Какого? Ну этот. Да блин. Сейчас скажу, блин. Подождите. Какие-то левые челики. Смотреть-то особо не нужно. Где местный? Ты местный. LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. Oh. What can I do for you? Да, это этот. Это... 21 years old, Hispanic. Sure, she came by last night. Why do you ask? Лео, ангел-хранитель из зачарованных. Да! Уа! Круто! Все забыли, да, где будет зачарованный, да? Так, окей, хорошо. У меня слишком много всего. Поэтому сейчас будем это. Ну-ка, посмотри на меня, красавчик. Состарился ты, конечно, жестко. Hey, maybe you got time to stand around, copper. I don't. Да, эти глаза я узнаю из тысячи. Так, приметный медальон. She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Я иксую. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. Look, I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. Okay. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Иксую. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he got me talking to her. She hadn't been back until last night. Окей, перемещение жертв. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Неужели истину сказал? Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Hey, don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. А ты шляпу не хочешь? Ты без шляпы будешь теперь, да? Ой, брат. No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Я не знаю. Before we get back out there. Ой, так, ладно. А у нас разве сухой закон? Я чего-то не знаю. Когда сухой закон отменили в Америке? Явно... Да быть не может. Wait a second.
about someone who is already dead? It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. Must have seen it during the war. Начинается. Что тут у нас? Деревянная шкатулка. О, у меня есть комбинация. У меня есть комбинация. У меня есть комбинация. У меня есть комбинация. 2, 5, 3. Так. 2. 5. 3. Ха! А? И все ее драгоценности, мать твою. Вообще все ее драгоценности. Ой, брат, ты попал. Послание к ефенесянам, жены повинуют, бла-бла-бла-бла-бла. Ой, извините. Естественно. Я имею в виду куча текста. Клем? Ой, Клем. Ой, ой, друг, дружище, братан. Ну как так-то? Лео. What the fuck? Да еду я за ним, блин. Вау! Извини! Эта машина неуправляемая. Ну да, это вполне себе, знаешь, как бы тут достаточно много. Какой-то ты парень странный. Ну ладно, хватит уезжать. Воу. Давай, стреляй уже. Расти, блин. Давай! Попади! Молодец. Дурачок. Ну все, попался, блин. You're a sick man, Clem. You need help. А, все так просто? Так легко? Outstanding job on this case, gentlemen. Серьезно? The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. What the fuck? When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor, lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. То есть, ну ведь, но там же, а как же, посадил бедного Лео из зачарованных за решетку, даже не дав ему объяснить. Очень странная фигня происходит. Эй! Отметку за предыдущее дело, которое я хреново закрыл на 2 звезды, это я закрыл на 5. Я молодец. Учитывая количество найденной у Клема выпивки, удивительно, что вы не взяли его с поличным в Эльдорадо. А? Я мог это сделать? В Эльдорадо? Поэтому я типа возился в... Или нет? Я мог так сделать? Окей. Я нашел 17 улик. Какого хрена у меня не зачеркнулось место убийства? Что это такое? Это баг какой-то был в игре, что ли?
Я подумал, что все хана. И несмотря на то, что я катастрофически проваливал вопросы, всего два вопроса из 13 я не смог затащить. В принципе, не так плохо, как я бы мог подумать. Ну, пешеходом $50 я сбил мужика. Бывает. Ну что же, это было неплохо. Вполне. Даже очень. Что у нас там следующее дело? А, не, японские флешбеки. They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do at that. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. We'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail, Skip, with the Shadow leading the show? Who the fuck is the Shadow? Lieutenant Phelps, the Shadow of Death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. Never hear the bastard coming. You're sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough. Я посадил Лео из «Зачарованных», потому что он оказался убийцей. Но я опять же не... Что-то не сходится в очередной раз у меня в башке. Белая туфелька смерти. Ну, давайте посмотрим. Но я, скорее всего, сейчас закончу. Потому что 2 часа подходит к концу. 2 дела я успел пройти за сегодня. В принципе, неплохо. Давайте посмотрим, что нас ждет в пятницу. Возможно, в пятницу я достаточно много... Знаешь, там было достаточно много улик за него. И не то, чтобы у меня был выбор, его сажать или нет. Я просто его посадил. Меня игра заставила. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile. Звучит охренительно. Он меня очень пугает. The fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Он меня очень сильно пугает. Skipper, is the new letter genuine? А, еще мы получили какое-то новое письмо от Черной Орхидеи. Я забыл. Почему-то этот момент решили поместить прямо в середину моего расследования, и он никак не был связан с тем делом, которое я расследовал. Надо не суть. Ой, короче, Черная Орхидея или ее подражатель, или еще кто-то до сих пор на свободе и убивает бедных невинных женщин и раздевает их до полуголого состояния или просто до голого состояния. Чулки! Причем тут чулки? Точно! Вот что меня бесило. Я так и не понял, при чем тут чулки? Короче, какая-то хрень непонятная творится, если честно. У меня очень странные и смешанные ощущения от всего этого отдела и от всех дел, которые я тут делаю. Ну да ладно. Получается, всего я 3 дела раскрыл, будучи в отделе по расследованию убийств. Если я помню правильно, тут меняется типа 5 дел, 6 дел, 5 дел, 6 дел. Итак, 4 отдела. Получается, в транспортном отделе было 5 дел, получается, в убийствах будет 6. То есть я прошел ровно половину от убийственного отдела. Я надеюсь... Я думаю, что, знаете что, я завтра хотел сказать, я имею в виду в пятницу. Я в пятницу начну тоже в 7, но в этот раз вместо того, чтобы заканчивать на отметке 2 часа, ну или почти 2 часа, я просто сделаю стрим, где я просто добью нахрен этот отдел убийств прям до конца. Ну или альтернативно назовем это 3-часовой стрим. Просто потому что хочется, во-первых, пройти игру уже. Ну, или хотя бы часть ее, хотя бы половинку ее. Да, там еще до хрена контента осталось. Но хочется как бы немножечко ускорить процесс, поэтому в пятницу давайте проведем стрим подольше. Тем более это пятница, перед субботой самое оно. Вот. Но это опять же не точно. Я подумаю еще над этим. То, что в 7 начну, это точно, потому что мне очень нравится такое раннее, так сказать, начало. Вот. Немного не рассчитал, конечно, с делами. Закончились они чуть раньше, чем я мог себе предположить, но в принципе не так уж и рано, на самом деле. Так что, в принципе, все оправдано, все хорошо. Посмотрим. Ладно. В общем, примерно вот так вот у нас дела происходят. Вот. Что тебе не нравится? Потом мне скажешь.
Большое спасибо всем тем, кто сегодня пришел со мной здесь посидеть в этот прекрасный вечер. Я с вами встречусь в пятницу, еще не знаю когда, но скоро узнаю. Вот, мы с вами будем проходить дальше Noire. И я надеюсь, что так или иначе посадим наконец-то хотя бы... Ну, у меня хотя бы будет чувство, что я посадил правильного челика, потому что оно как-то закончилось. А все так хорошо начиналось, блин. Эх, печально. Да, все. Всем пока. До новых встреч в пятницу. Удачки. До свидулечки. Пока-пока.